что же, добро пожаловать в Бейрут. Что я поняла в этом путешествии, так это то, что групповые экскурсии точно не мое. Часы, между прочим, здесь самый настоящий Rolex. Это совершенно не плитка, это клеенка. Неубранные отходы начали скапливаться на улицах города. Мы добрались до статуи Девы Марии. Привел к закрытию банков на неопределенный срок. Ну что же, добро пожаловать в Бейрут, Ливан. Неожиданная локация, но такова реальность. Знаете, что меня в первую очередь удивило в Бейруте, так это то, что все выглядит на самом деле таким как бы люксовым. Здесь очень много брендов и прочих атрибутов богатой, роскошной жизни, но при этом, если мы будем углубляться в детали, то окажется, что многие вещи муляжные. Например, вот конкретно эта плитка, это совершенно не плитка, это клеенка. И также, допустим, есть ограничения в виде 3 часов электричества, которые предоставляет государство. Далее люди используют генераторы, поэтому счета у них огроменные. И если ты очень экономично используешь электричество, то средний чек за свет у тебя получится $300-400. Как вам? Пожалуй, самое популярное место – глубинные скалы. Почему они так называются? Потому что раньше здесь было очень-очень много голубей, они вели гнезда, но сейчас на самом деле птиц там практически нет, но место знаковое, место красивое, поэтому большинство туристов попадают именно сюда. В целом, с учетом того, что в Бейруте не так много парков, и в основном все предпочитают гулять просто по набережной, это одна из классных локаций и для фото, и для прогулок. Давайте посмотрим на небольшие археологические раскопки. Это будут настоящие римские бани. Это археологический комплекс, найден в 1968 году в центре города. Они представляют собой остатки древнеримских терм 1-3 веков нашей эры. У меня сегодня съемка в формате экскурсии, поэтому вокруг меня постоянно ходят какие-то толпы. Что я поняла в этом путешествии, так это то, что групповые экскурсии точно не мое. Я крайне не люблю никакие групповые истории, потому что ты банально не успеваешь ничего посмотреть, рассмотреть, запомнить, потому что контент идет и идет, и при этом не успеваешь сделать контент для вас, потому что 2 секундочки и все, и мы убегаем. Поэтому будет немножко так в экспресс-формате все, но надеюсь, что не менее познавательно и интересно. Я более чем уверена, что большая часть из вас в Ливане не была. Это здание парламента, и новая, и старая версия. Часы, между прочим, здесь самый настоящий Rolex на этой башне. Мы входим во французский квартал, поэтому это уже строили французы. Ну и так как все улицы от этих часов отходят некими лучами, эта площадь носит название звезды. Место, конечно, красивое, но, правда, совершенно пустое. Почему? Потому что очень мало кого пускают сюда. Французский квартал был известен своими магазинами, ресторанами и кафе. Однако после экономического кризиса 2019 года и последующих протестов многие магазины и рестораны в этом районе закрылись. Экономические трудности и последствия взрыва в порту Бейрута в 2020 году усугубили эту ситуацию, что привело к закрытию многих коммерческих помещений.
символичность этой локации в том, что с одной стороны здесь церковь, а с другой стороны мечеть. А это самая большая мечеть в Бейруте, построена в 2008 году. Что же, мы добрались до статуи Девы Марии, но я не могу упустить возможность и не показать вам этот прекрасный панорамный вид. Красиво, да? Бейрут сейчас сталкивается с множеством трудностей. Проблема с мусором в Бейруте обострилась после закрытия мусорного полигона в 2015 году, так как он достиг предельной вместимости. Изначально он был открыт в 1997 году как временное решение, но продолжал эксплуатироваться в течение почти 2 десятилетий. Отсутствие альтернативных решений для утилизации отходов привело к кризису с мусором в Бейруте, когда неубранные отходы начали скапливаться на улицах города. Экономический кризис, который начался в 2019 году, привел к закрытию банков на неопределенный срок из-за низкой банковской ликвидности, нехватки иностранной валюты и проблем с выплатой депозитов клиентам. Закрытие банков также связано с частыми протестами и беспорядками, вызванными общественными недовольствами, экономической ситуацией, включая падение стоимости ливанского фунта. Просто посмотрите на то, насколько сильно он упал, и ограничение доступа к сбережениям.